Всем привет, девчонки. Я просто постелила. Скажи всем привет, Варвара. А? Скажи всем привет. Я просто постелила, как будто на диване смотреть покрывало. Варвара, ну сейчас все накрошишь и замараешь его. Ну красиво, мне нравится, как оно смотрится. Там же других были цветов еще? Нет. Нет, только такой. Ну, я Кате сказала, надо тут. Такой расцветки нам надо. И Варвара счастливая такая. Ой, попрыгучки. Ну, как дома тепло, да? Тепло тебе, девица? Сняла футболку, пришла маме, сказала, вот на тебе футболку. Такой приятный, красивый такой, ну приятный на ощупь. И главное, что ни цветочков, ничего. Катя в магазин ходила. Хлеба у нас не было, за хлебом пошла. А яйца взяла? Да. И яйца кончились. Быстрее болтай. Так, хлебушка, булочку. Опять яблочки такие купила. 4 штучки. Шоколад. Потише говори. Почем? 70. 70 рублей. На акции. 3 штуки. Это уже на подарки на какой. Чипсы. Ну это даники. Это тоже даники. Это как грильяж. Нет, с карамелью. Но он похож на грильяж, кстати. Это даники. Это даники. Это новую какую-то такую не видела. А это им мало взяла. А детям по вот такой хрум. Ну, Симка просто не ест вот это все. Ну, такой ей будет. Классический шоколад такой, не черный и не молочный. Буду наверное, это смотреть, что докупать. Ну, убирай сразу. А то сейчас прилетит. Чай взяла. Ну и есть же еще чай. Я бы тут пока попила. А что он 230 рублей на акции? Раньше мы его в этом покупали. В светофоре. А он там дороже. А это на акции, наверное, был, да? Да. Чай, Она очень сказала... мне нравится чай. Больше Она мне чек не дала. Зарегистрировали чек, а чек не дала. понятно. Чай, мыло. Что-то оно ничем не пахнет, или я не чувствую. 2 десятка яиц, а яйца почем? 60. Ну, маленько подорожает. На рубль. Ну, это поменьше яйца. Написано S1. 1300. И сахар. Сахар что, не подешевел еще? 125. На 2,5 рубля подешевел. Такие покупочки На сделали. 1300. 1300, ничего не взяла, 1300. Ну, 230, 130, 120. Шоколад 210. Вот скажи мяу. Отвалите. Скажи мяу. Сколько у нас на улице градусов? Не знаю, 20 с лишним. 20 с лишним было. Сенька сегодня в школу не ходила, и Варвару не поели. Она у нас заболела. Врача вызывали сегодня. Жарю лук с морковкой. Потом положу мясо, капусту и картошку. Еще с картошкой в этот раз буду мясо. Что-то мяса мало, ну хватит нам. Этот еще можно разрезать. Не знаю, как оно правильно, это блюдо называется. Тогда я делала просто мясо и капуста. А в этот раз решила пожарить. Лежал, решил. Катя с утра борщ варила. Вчера блины жарила. Тут что у нас? Макароны с колбасой. Сбросила мясо, сало сюда, да не топленое, сырое, крученное. Как-то не подумала. Собрались пиццу стряпать. Я уже дрожжи кинула, там яйцо, сахар, соль. А Катя колбасу натирает, сейчас будет морковку с луком жарить и сыр.
И соус еще надо сделать. А Катя все смотрит, старые выпуски этих. Мужское, женское. Тут тушится, я уже картошку скинула, и тут все кучу. Маленько нам хватит. Может, Варвара поест, может, Данька поест. Сейчас друзья разойдутся, и я буду заводить тесто. Все, замесила тесто, туда сколько много вообще. Я потуже завожу это, на пиццу потуже надо. Холодное получилось, пока заводила. Сейчас его в духовку поставлю, оно согреется быстро. Ну ты зачем раздела куклу? А я другую положила. Вот, скажи, у нас какая красивая кукла есть. Соску ставил, не кричит. Да? Да чё? И машинками играет. Видишь, я лялю положила. Да разговаривай нормально, я хочу будет спать. Взяла пупса, раздела. Он, видишь, уже грязный. Но, скажи, мы на больничном сидели, скажи, врач приходил. Скажи, с утра. Да и холодно, скажи, на улице 25 градусов ходить, да, в сад. Ну, смотри, какая ляля вся грязная. А где у ляли сосочка? Зачем ты его раздела? Ну и звезда. Катя натерла сыр, нарезала колбасу. И пицца будет у нас с луком и морковью. Ну, для большей начинки. Но Сеня такое не будет есть. А что, Сенька не ел с морковкой? Раньше же жарили. Ел. Валька не ест, кстати, с морковкой. Да? Хотя, девочки, вот это вкусно. Сильнее. Она сильнее и вкуснее, когда с морковкой и с луком. Так что советую вам приготовить. Что-то у меня вообще все замерзло. Ничего не бурлит, уже картошка почти сварилась. Так что у нас сегодня вкуснота будет. Вкуснота. Ну, тесто что-то много завела, наверное, на 4 будет. А там еще есть же колбаса, да, Кать? Колбаса еще в сыре есть, так что если что, вперед нарежет. А я все готовила. Такая красота, вкуснота получилась. Телефон. Буду есть вот с этими огурчиками сладкими. Ой, всем приятного аппетита. И нам тоже. А Катя мозаику собирает. Прячет. Ну тут что-то больше выйдет. Пицца. Ну, заморозишь. Совсем много. То мало замешу, то много. У нас начинки только на 2. Я думала, что случилось, я бежу. Ну ты же знала, Катя, что у нас будет много пиццы? Я думала, пиццу заморозим. Лист маш. А это уже прилетело. Обезьянка такая, глаза. Тебе-то зачем это масло? Тебе масло зачем? Все, я уже все сделала.
Варька, будешь начинку накладывать? Начинку будешь накладывать? Что села, обиделась, блин. Ну все, потому что здесь вот так потом отодвинуть. Ой, легко сделала. Края толстые получится. Ну, же кисточкой есть. Ложкой размажу. Да ложкой размажь. Пока Катя мажет, я с вами поговорю. По поводу куртки. Катя повезла, и в первый день она не смогла, там швея была занята. На второй день она поехала. Тоже что-то там не смогла она, да? Или что? Она не отвечала, я поехала на другой адрес. Ну вот. А он был в Радуге. А он, этот адрес, это ателье в Радуге находится, на Шахтерах. Ну и она решила зайти, где Глория Джинс, да? Да. В Глорию Джинс зашла, где я эту куртку брала. И, в общем, короче, ей повезло. Куртку у нее забрали, потому что это все-таки брак. Я вам показывала, и никому не вдомек был даже подумать о том, что вы видели, что утеплитель прям на честном слове висел. Если вот эта вот тоненькая сеточка порвется, он ничем не закреплен был, только вот эта сеточка. Нигде он не прошит был. Швы находились только на самой ткани. Он не прошитый, поэтому если вот эта сеточка прорвется, вы видели, там дырки уже на ней были, то весь бы синтепон, этот вот синтепух, или как он называется, он бы упал весь вниз. Поэтому ремонту сказали, там много будет, смысла нету, Ну, и Катя, кидай. короче, зашла, и у нее эту куртку Я забрали. просто зашла узнать. Но. И она мне говорит, 90 дней гарантии. Да, и хорошо, что куртка еще была на гарантии. Варь, И ну все, у нее приняли, и деньги вернули. Уже вернули, да? Да. Данька Так что нам олимпийку повезло. Купил. А? Данька олимпийку купил. Ну и Данька купил Олимпийку за 1000 рублей. 2. 2? Что? Разных хоть? Как понять? Разных. 2000. 2000 Олимпийка стоит. И шарфик купил Всё. себе. Ну там сколько? 500 рублей нам нас закидывали. И 500 рублей. Сколько шарфик стоит? 650. Шарфик 650 рублей стоит. Так что, ну, у него есть зимняя куртка длинная, мы в прошлом году покупали. Но он доходит уже до весны, весной будем уже на зиму искать со скидками куртку ему. На Озоне, потому что там, во всяком случае, можно ее примерить. На Озоне Их- такая куртка только за рубежа. Не Озоне А. ты не померишь уже. Ну, можно другие найти. Ну такую он не хочет. Ну, а если он такую не купит? Ну как? Ну, вот мы уже купили. Ну а какую ты там? Ты вот предлагаешь свои куртки, он не хочет. Он Я хочет- просто предлагаю, я не навязываю ему, а просто предлагаю. На Озоне также, на Так, почту. первая пицца у нас будет просто с колбасой. Соусом помазала вот таким вот. Просто с колбасой, с сыром. И сверху майонез Что-то будет. соуса мало. Хватит. Еще сверху майонез, еще сыр. Получится жирный. Куда его? Благо, что у нас колбаса, сыр всегда есть. А что, говорит, так ты поздно тесто завела? Уже спать надо ложиться, мы, сука, пиццей занимаемся. Ну, чуть не уснула. Так что, девочки, нам повезло. И шарфик, который нам донатили на шарфик. Даня купил шарфик себе еще. Все, Варь, больше не А еще спрашивали там, не помню кто уже, конечно. Варь, Да я их сказала, сама бы не всё. запомнила. Кроссовки эти купили на сменку в школу. Не сейчас, конечно, ходить, а в школу. Так что, девочки, мы рады, что так все обошлось. Вот так вот. У нас еще одну куртку мы покупали. Там же, в городе джинсы мы, да, брали? Угу. Но она целая. Правда, одно плечо лысое. Но мы ее также стирали, она целая. А это вот, я еще Кате говорю, ты нафига на такой... пусть стирается. Я не на час, а на меньше Ну, поставила. 44 минуты. Ну, Я говорю, поставь на 14 минут. Есть программа на 14 минут. Я говорю, поставь, хватит. Она же, говорю, черная. Она там не до такой степени грязная, что это. откуда ты знаешь? Ну, неважно, блеск снимет и все. Ну, она Варя! поставила.
И никакие теннисные шарики, там в барабане вот такие желобаты есть. Они сами все взбивают. И никакие мячи теннисные никогда не помогут разбить то, что невозможно разбить. Так, это те же желоба, это те же шарики. Так что... Ой, надо же включить духовку, господи. Да, ты трещишь. Да, я трясу. Ну, надо что-то... Опять не записывали или не записывать. Варвара, не морай тесто. Варвара вот все добралась. А там сосиски есть? Там они что-то уже совсем, что-то кислят они. Варвара, не трогай тесто. Можно было сосиски сделать в тесте. Представляешь, Варвара у нас Варвара, не трогай. А? Сережка говорит, и что, она так будет неделю ходить, неделю болеть? Ну, в этот раз она дольше проходила. Так что... Ну, сейчас неделю болеть будет. Насколько пить, короче, выйдет тесто, сколько начинки хватит. У нас еще... Ну, это будет отдельно, потому что Сеня не ест с луком и с морковью. А так вот, девчонки, попробуйте, во-первых. Кто-то с кабачками делает же, грибы кладут, а мы вот так под жарку. Раньше мы всегда так делали, но Сеня сейчас не ест так. Тут еще, ну, одну пиццу, наверное, соуса. Там есть еще кетчуп? А? Да. Еще, ну, одну пиццу хватит. Пить хочу я. Ну, ты не трещи, скажи себе, Ага. пока. 2 минуты поговорила, и все, и у меня все в горле Тебе пересохло. кажется, 2 минуты ты поговорила. Почему тут никогда кружки нету? Сенька потому что уносит. По краям будет толстая. Легко. Так я хотела сначала. Вот майонез бы этот вообще ни к чему был. Я вообще-то на ту готовила. Ну ладно, все, давай на другую. Вообще нам тоже нужен майонез. Ты про что? Про нашу пиццу. Так она тут начинка жирная. Ну как без майонеза, кетчупа? Сверху майонез же. Ну так невкусно будет. Кетчупом намазать и все отдельно. Что-то оно невкусно будет. Вот колбасы нарезала на 2 штуки, только Там тесто как на раз 4. колбасы еще на 2. Так. Нету, кстати, 1,5 палочки. Колбасу нарезаем, потому что так удобнее кусать. Когда целиком в пластике ложишь, ты, то есть, кусаешь, какие бы у тебя острые зубы не были, все равно она тянется. То есть уже другая сторона куска уже будет без колбасы. Поэтому удобнее нарезать ее и удобнее кусать поэтому. Так что вот такой вам еще совет. А майонезную сетку, ну для новеньких тоже недавно. Ну, для многих скажу. Майонезная сетка наносится сыр для того, чтобы сыр не горел. Когда, знаете сами, когда сыр засохнет, поджарится, он уже как картон становится. Я считаю, что это не очень вкусно. А сыр должен тянуться. Поэтому наносим майонезную сетку, и за счет этого сыр не горит. Совет вам, девочки, прислушивайтесь иногда. Я хоть и не профессиональный повар, но могу кое-что подсказать. Все, уходи. Так вот. Ну, 2 будет таких, и 2, наверное, будет. А тут 3 получается. Тесто оставлю на это. На сосиски в тесте. Это надо потереть. Заморозь вот этот кусочек. Подожди, сейчас еще надо. Да хватит сыра. Что Хватит? ты?
Не хватит и все. Сейчас весь сыр поизведет на пицце. Ты его все равно не ешь. Не его. А, ну и его, и ее не ем. А её это кого? Пиццу. Значит, пиццу. Давай, мама, пиццу стряпаем. Ну, я тут поставила сначала картошку вариться с мясом. Она говорит, ты тесто поздно поставила. Я говорю, так она мне нафиг вот пицца. Я ее не ем нафиг, а почему-то тесто должна я заводить. Я-то не пекарь. Ну, а я что, пекарь, блин? А кто ты? Пиццерист, что ли? Смейтесь. Ты еще и шашлычник. Один раз так вот, в этом ресторане работали с Катей. Ну, мы там, нас обманули, мы их зарплату, короче, не получили. Тот, кто шашлычник делал, шашлыки, рыбу там, короче, на мангале, он ушел, уволился. Сказал, я зайду, работать не собираюсь. Он правильно, молодец, раньше нас догадался, что зарплаты не будет. Ну и меня решили проверить и заказали, хозяйка приехала, зашла в зал и попросили меня спечь. Но она думала, что я совсем дура, ничего не умею, и решила меня проверить, как долго буду я жарить. А, во-первых, я не шашлычник, в холодильнике не знаю, где что лежит, какое где мясо. Но я все-таки нашла это в морозилке, изготовила, и вовремя прям. Они даже время, представляешь, засекла она. Ну ты же не шашлычник. Ну, она же видит, что я же ей, как сказала, что этот Андрей вообще никакой наркоман, и то все, блин, она меня прям ненавидела. Ну и в итоге она меня проверила, девчонки мне сначала не говорили, кто заказывает шашлык. Там была рыба с овощами, по-моему, овощи, гриль, рыба и шашлыки. И сказали передать мне спасибо, сказали вкусно, вот так вот. Так что во всех ситуациях я могу справиться. А вот дома я не справляюсь. Ничего неохота мне делать. Я и так шашлык разжигала, этот мангал, как чуть не сгорела нафиг. А потом там мне сказали, говорит, ты куда лезла, это же должен быть допуск к этому. Ну а я не знала, как разжечь угли, налила этого, как его, для розжига жидкость, и как она вспыхнула, как я отпрыгнула вообще, у меня прям перед лицом вот такой фонтан огня. Так что, девочки, кое-что умею. Что это? Это пицца. Пицца. Ой, какая тоненькая. Пойди, угоряйте. Вон какое тоненькое тесто. Ай. Она ее стужала, а ты берешь, блин. Да, она горячая. Горячая пицца. Горячая пицца. Это горячая. Горячая пицца. Вот смотри. Это не знаю. Ничего не знаешь, да? А? Горячая. Горячая пицца. Ой, какая красота. Мама раньше пироги делала с мойвой. Ну, сейчас, девчонки, такая мойва пошла, мне даже ее противно есть. Волосатая какая-то. Сухая и невкусная. Ну, подвинь ножом. Так, тык. Вот, видите, за счет майонеза сыр не сгорел. И вот такая корочка, наверное, вкусная. А мне, наверное, хоть какой-то пирог надо запечь. Мама, вот это. Мне же обидно, вы будете есть. Так, запеки. А с чем запечь, Варвар? Ну, не влазит уже, поверх ложи уже здесь, вот на эту. На это на тарелку Даньки положи, вот, как раз Даньки просил. Дует, дует, дует. Дует, дует, дует. Дует, дует, дух. Вот, туда нет там уже. Когда пирог есть будет?
А что-то ему надо было и третий положить. Он тоже не влазит. Там другая пицца. И что будет. 2 пиццы? Они что? Маленький кусок я заморозила. Тесто. Потом, если что, достал сосиски, сделала все. Или 2 маленьких пиццы, да? Пицца с морковкой. Ну и с колбасой, конечно. Подожди, я еще не распределила. Ну что, тут уже все. Вкусно было. Мало. Я же не думала, что ты тесто-то заведешь. Ну, я тоже не думала, что оно Я такое, думала, как обычно. так много получится. А когда на булочке замешиваю, почему-то мало получается теста. Я потом еще их разрывала. Чего? Что мать делала-то наша пицца? Да ваша, блин, я что к ней Я сейчас не еще... претендую на пиццу. Я сейчас еще разделять буду, ровно ложить, На. чтобы... Я и не претендую даже на вашу пиццу. А что, ты вообще ее не будешь? Я ее и не ем. Ты что, блин, не видишь, что я вообще ее не ем, даже кусочка? Ну, может, съем, не знаю. А лучше что-нибудь такого, я себе суп завтра сварю. Рисовый. Борщ есть. Не хочу борщ, он кислый. Кислый, он кислый. Там наверное, пицца уже горит. О, нет. Блин, тут больше. Еще 2,5 палочки ушло. Получается килограмм. Да, не сказала. Она вкуснее магазинская. Я вообще магазинскую не люблю. Вообще не понимаю ее. Если как такое вот тесто, как у нас делали, заварное. Мало колбаски. Нормально. На ту-то вон бы сколько захерачили. Ну куда еще больше? Вкуснее будет. Да прям Шире харя будет. Ага, вот именно. Харя шире будет. Данькина надо. Он у нас худенький. Его побольше. Так я ему сказала 3 кусочка ему клади, а ты же все равно 2 положила. А он, как сказал, вкусненько ему. Я ему еще сказала, жди нашу пиццу. Не трогай детскую. Ну какая она детская, Он Катя? сказал, они маленькие, обойдутся. Понятно? Катя опять в распродажах участвует. Никогда же не было такого. Тут и везде, и магазины, пятерочки, и магниты распродажи Ну, в устраивают. магните я сегодня зашла, я говорю, там... Сок литров был по 26 рублей. А мы ж не в городе живем. Были бы в городе, я бы уже все магниты оббежала, я бы А запаслась. что литр-то? Какой был добрый? Добрый. Добрый сок был на распродаже. По 26 рублей Кто-то литр. упаковками брал. Ну, так мы бы тоже взяли упаковку. Что там, 12 коробок, Я по-моему. бы их несколько взяла, я бы таскала их, блин, надорвалась. А, Глория Джинс тоже Красотища. распродажа. да, Глория Джинс была на распродаже. Она Ну, и мы- есть сейчас. И сейчас есть, но съездил уже. Ну, я завтра Сашку не буду просить, у него же, как всегда, только час. Ну, вдруг ты спросил у него. Мне главное, чтобы он в Риву завез еще одного ребенка. кушать. Может, там Даньке куртку. Ну, там... ну, Нету там его размера. Нету. Я смотрела уже. Пока они там начальство звали, я смотрела. Без всяких проблем взяли, да? Без всяких. Ну, она говорит, чек, а я же картой рассчитывалась. Она говорит, не надо. Ну, вот как хорошо, когда есть все-таки карты. Я конечно. просто зашла Вот спросить. тут у вас. Я говорю, гарантия есть? Она говорит, Вот так еще хочу, чтобы ты сделала. Во. она говорит, да, 90 дней. Ну, запекать его там в холодильнике. Ты с холодильника ее взяла? Да. Ну, еще вот. 4-я пицца, девочки. Майонезу было. На работе также пользовались. Попользовались. Я говорю, Катя, обалдела, говорю, если ты, говорю, вот, ну это хорошо, мы берем в основном продукты. Вот она сейчас вот 3 шоколадки по 19 рублей купила. Что там следующее будет? Что я купила? Шоколадки. 3 шоколадки. 6 шоколадок. 6 взяла? Но у меня другой еще Марс. А, у нее 2 вида по 3 шоколадки. Потом макароны она опять взяла по 9 рублей. Ну а что бы их 3 не взять-то? штуки. Прям 3. повезло. Ну. А что я еще взяла? Ну что, это же хорошо, когда и А, зато... молока 3. Или 60 рублей, 3 молока взяла по 19, да? Да.
По 19? 29. 29 рублей. Ну, вот сейчас уже не 60. А 9 что за минут молоко? акции прошло. А Шоколад. что хоть за молоко-то? Ну, его не важно, все равно молоко самое Какое-то дешевое, лукошко, 60 рублей стоит. лукошко чего-то. Лукошко. Или домик, нет, не в домик в деревне. Все-таки дешевле на 30 рублей. Село Зеленое. Село зеленое его. Ну, молоко. смотри, 9 минут прошло. 3 молока, 3 макарон, 6 шоколадок. Еще 27 тысяч, 28 тысяч шоколадок. Короче, на рублей 200 истратила. 200 с чуть-чуть небольшим на Сейчас все я это. тебе скажу, сколько я Ну и ставлю. зачем ты сейчас будешь искать, я сказала. Было 179, по-моему, рублей. 241. 241 на весь вот этот товар истратила. А в магазине бы сколько? Ну, что я купила? Марс и Баунти дорогие. Ну, рублей по 40 они, да? 45 на акции. 50 сейчас. 2 Марса, молоко. Этот, как его там? Она короче, на 3 аккаунтах летает. Сразу 3 телефона А вчера я кладет. что-то купила на одном. А что тебе можно еще 2? Я не... Ты что, я так тремя Ну вот, а пальцами. ты пытайся. У нас 6 телефонов, короче. Я бы вот сейчас еще шоколад взяла, еще будет 19 минут акции идти, 27,5 тысяч шоколада. Ну, впустите еще одну акцию, я еще куплю. Ну да, правда, столько шоколада осталось. И вот, а кофту разобрала. Все, девчонки, пиццу все состряпали, все спят уже. Ну, кроме меня и Кати. Это просто с колбасой, а это с морковкой. Я даже один кусочек съела. Ну, без аппетита, но съела. Такая вот тоненькая. Такая красота получилась. Тут потолще получилось что-то. Тонюсенькая какая. Что-то ходит тут, бродит. Катя опять ждет акцию. 4 часа ночью будет, наверное. Еще там макароны будут. Ну а мы на этом заканчиваем свое видео. Встретимся с вами в следующем. Всем пока-пока.